Здравствуйте, друзья! Сегодня в меню будет что-то очень вкусное. По-гречески называется мелидзанис мекреас штопилино. И в переводе это будет баклажаны с мясом в глиняных горшочках. Ну, кроме баклажан и мяса, там еще у нас будет и картошка, и помидоры, и сыр. Вначале нам надо подготовить кое-какие продукты. Помидор надо поставить в горячую воду, чтобы потом снять кожуру. И баклажаны надо порезать ломтиками, если не ошибаюсь, так называется. Но баклажаны нужны длинные, и вы потом поймете, почему я прошу именно длинные. И еще раз скажу, так как всегда говорю, когда готовлю блюдо из баклажан, если они из вашего огорода, который там ничем не полито, тогда надо их поставить в соленую воду, чтобы вышла горечь на полчаса. Если они у вас с магазина, тогда не обязательно ставить соленую воду, там горечь за вас другие уже вытащили. Картошку тоже порежу ломтиками, но кругляшками, не в длину. В длину с данной посудой, которой я буду работать, в длину не надо. Мясо я порезала небольшими кусочками. Я использую тут свинину, нам больше так нравится. Но если вы не хотите, не любите, вам нельзя по вашим причинам употреблять свинину, тогда вы можете приготовить из говядины или даже из баранины. В глубокую сковороду налила масло и жарю мясо. Мясо должно пожариться до светло-золотистого цвета. Добавляю мелко нарезанный лук. Мелко нарезанный чеснок. Как же без него? Теперь уже я добавляю помидоры, которые я их почистила от кожуры, порезала ломтиками. Но это в принципе не имеет значения. Хотите порежьте, хотите через терку. Они все равно растают, когда будут вариться в кастрюле. Добавляю черный перец, орегано. И тут я где-то посолила, но я что-то на видео не было снято это. Ну, посолите вы тоже. Мясо не надо доводить до готовности, потому что они в горшочках тоже будут готовиться. И теперь уже начинаем монтировать блюдо. В рецепте количество ингредиентов, которые будут написаны, будут на 5 горшочков. Эти горшочки, они у меня среднего размера. Итак, берем каждый ломтик баклажана и вокруг этого горшочка выкладываем так, чтобы половина была снаружи, потому что мы в конце будем этими же баклажанами это все, что мы внутри поставим, будем все это закрывать. Посолим баклажаны. Теперь уже выкладываем жареную картошку. Картошку не солим, потому что мы на картошку поставим мясо, а мясо у нас уже соленое, снизу баклажаны тоже подсолились, так что не солим картошку. Сверху опять же закрываем мясо картошкой и после картошки закрываем все это баклажанами. Посмотрите, какой должен быть. И продолжаем готовить второй горшочек. Если у вас дома нету горшочки порционные, но хотите приготовить, и у вас есть одна керамическая посуда, скажем так, 25 на 30 или 20 на 30, вы можете приготовить точно так же. Никакой разницы не будет. А еще я забыла вам сказать, что с кастрюли, где мы готовили мясной соус, надо было брать только мясо
и немножко с луком и с помидором. Но жидкости, чтобы не было, то, что мы поставили посередине мяса, оно не должно было быть в жидкости. Вот сейчас вы видите, я ставлю только мясо и немножко от соуса. Жидкость не должно быть, ну, в данный момент. Теперь уже закончила с горшочками, и сверху я добавляю по 2 столовые ложки жидкости от соуса. И отправляю в духовку на 180 градусов где-то 40 минут. Пока я жду, натиру на крупной терке сыр гравьера. Это полутвердый, пикантный, очень вкусный сыр. Если у вас попадется, попробуйте обязательно, вам очень понравится. Аналог по российским меркам я не знаю, извините. Но вы выберите любой сыр, который вам нравится. Но умоляю вас, не надо добавлять сыр гуда и такие сыры, которые они тянутся как не знаю что. После 40 минут я сняла горшочки и теперь уже сверху добавляю этот сыр. И отправлю опять в духовку где-то на 10 минут или пока не появится сверху такая, как сказать, немножко такой жареный цвет. И вот мелидзан из мекрея, что пили, но уже готовы к употреблению. Поверьте, это очень вкусно. Приготовьте. Я понимаю, что это надо повозиться, отдельно сделать мясо, отдельно пожарить баклажан, отдельно картошку, потом все это все отдельно запечь. Но это того стоит. Это очень вкусно. Сочетание продуктов, не знаю, они очень подходят. Сыр, ну, нету гравьера, ничего. Выберите сыр, который вам нравится. Ну, пожалуйста, только не гуду. Приготовьте, буду рада, если вы мне напишите, что приготовили, вам очень понравилось. А еще больше буду радоваться, если вы пришлете мне фотографию, где вы приготовили это блюдо. Ну а я с вами тут прощаюсь, увидимся в следующем видео. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. Пока!